Первый латвийский повар, получивший звезду Мишлен после 100 дней работы ресторана. И я решил сделать, как ты думаешь, что? Яичницу? Нет. Я тебе говорю, я просто застрелюсь, если они получат звезду. Я считаю, что это большая ошибка. Недостаточно просто готовить хорошо. Техника приготовления овощей – это показывает уровень ресторана. Я, например, чемпион ошибок. То, что шеф-повару нравится или не нравится, это никому не интересно. Ну извини, шеф. Это даже сложнее, чем получить Мишелен-звезду. Я еще не делала обзор Портофино, но последний раз, когда я там была, мне не понравилось. Но об этом я с тобой потом поговорю. Вкус должен быть, 10 из 10. Ну пластилин же несъедобный. Именно это показатель качества кухни. Ну все, ребят, расходимся. Я тебе говорил, что тебе не понравится. Мы сейчас с тобой находимся в самом центре тихого города Риги. Тут сконцентрировано огромное количество самых модных ресторанов города. Хенрис, скажи мне, если бы мы сейчас с тобой были на свидании, в какой ресторан бы ты меня позвал? Это хороший вопрос. Все в зависимости от тебя, от того, что тебе нравится. Я думаю, здесь можно все найти. Я люблю очень итальянскую кухню. Тогда мы бы пошли бы в Портофино. Серьезно? Да. Почему нет? А расскажи, какие тебе блюда нравятся в Портофино? Я не был давно, поэтому мне будет не объективно судить по их меню. Но раньше было очень вкусно. Серьезно? Да, мне Ребят, я еще не делала обзор в Портофино, но последний раз, когда я там была, мне не понравилось. Но об этом я с тобой потом поговорю. Да, я думаю, что объективно надо сходить как минимум пару раз, и тогда ты можешь создать правильное впечатление о месте. Тут я с тобой полностью согласна. Но первое впечатление тоже, правда, очень важны. Конечно. Вот если ты приходишь и тебе не нравится, то как будто бы желания идти второй раз уже нет. Да, первое впечатление начинается не только когда ты заходишь в ресторан. Первые впечатления, они же начинаются уже, когда ты там слышал о месте, или кто-то рассказал, или что-то ты прочитал. Так называемые касания, знаешь, Конечно. как в маркетинге? Да, это первое впечатление. А когда ты уже зашел, это уже там большую работу ты проделал, чтобы прийти, правильно? Хенрик, когда мы сюда с тобой шли, мы с тобой договорились о том, что в этом интервью, в формате этого интервью, я тебя буду называть шефом. Ты не против? Нет, не против. Отлично, шеф. Я? Шеф, ты уже долгое время работаешь за границей, у тебя нет возможности так часто приезжать в Латвию, наверняка как бы хотелось. Да, это правда. Ну расскажи о своих самых ярких гастрономических воспоминаниях на нашей родине. В Латвии, их было большое количество, конечно. Не знаю, как выделить там одного из. Я могу тебе рассказать первое блюдо, которое я приготовил сам. Супер, давай. Это, я не помню точно свой возраст, это было где-то там 3-4 класс, да, и я пришел домой, я пришел первый, никого дома не было, и я решил сделать, как ты думаешь, что? Яичницу? Нет, жвачку. Что? Да, тогда был очень большой дефицит еще жвачек, и мне очень хотелось, и у меня не было, потому что у других в школе это было, да. Конечно, я пробовал, но я хотел сделать сам. Это был реально мой первый кулинарный шедевр. Слушай, а расскажи, где ты нашел рецепт жвачки? Я сам его придумал. Смотри, я взял 3-литровую банку, туда положил зеленый пластилин. Какой нашел дома? По текстуре, да? Добавил зубную пасту, буратино, сахар, залил это все водой и поставил на газовую плиту греться. Слушай, это же так интересно. То есть ты ничего не готовил. Это первое твое блюдо. Но интересно просто, как у тебя работал в этот момент мозг. Да. Конечно, эксперимент, я не могу сказать, что удался идеально, да. Конечно, вода начала кипеть, банка лопнула, да. Вся кухня была грязная, да.
Ну, я ничего, я, конечно, все-таки что-то там слепил. И даже пробовал, я помню. Слушай, ну пластилин же несъедобный. Ну, понятно. Но я считаю, что мы все должны пробовать то, что мы готовим. Это Слушай, самое вот главное. это было красиво, ребят. Расскажи, это был единственный твой опыт приготовления жвачки? Или ты потом сделал выводы и потом решил приготовить еще раз? Я хочу, я не реализовал этот проект, но я хочу действительно из этого сделать что-то в будущем интересное для своих тоже гостей. Да, я хочу, конечно, попробовать и сделать жвачку, которую можно есть, да, сначала, да. И я думаю, что это хорошая, настоящая эмоция, которую я проживал и с которым я хотел бы делиться с другими. Я думаю, что когда мы приходим к кому-то в гости или в ресторан, очень важно это storytelling, да, очень важно, почему вот именно это блюдо, почему вот именно вот так, да. Потому что как все могут делать, да, а вот когда ты вкладываешь душу и рассказываешь там какой-то свой путь, это намного, мне кажется, интереснее. Слушай, ты видел мои обзоры с Винсента, может быть, или с White House? Не смотрел? Я не смотрел все твои обзоры, но я видел много из них. Касательно сторителлинга, у меня всегда такие очень двоякие ощущения, потому что когда я прихожу в ресторан, и ко мне подходит официант или даже шеф, как, к примеру, White House выносит блюдо, и он начинает рассказывать, и, понимаешь, я уже теряюсь. Вот я теряюсь. Вот я не профессионал, я, может быть, так не могу углубиться вообще в эту информацию. И я всегда уже начала просто говорить. Я Винсенте, там уже просила официанта, я говорю, мне очень приятно, я говорю, но я ничего не понимаю, от этого нету смысла вам не рассказать. Я говорю, давайте вот коротко. Это кальраби, и внутри что? Одним словом. Лосось. Все? Понятно людям сразу. Кальраби с лососем. Это должно быть просто, понятно для гостя. Гость должен понимать, не надо рассказывать какие-то сложные техники, какие-то слова использовать. Просто надо, вот, жвачка, вот, пробую. Ну, понимаешь, это должно быть очень просто и не слишком длинно. Ой, супер! Да, поэтому storytelling, и он должен быть настоящий. Не то, что мы там готовим, используем какую-то технику или куда-то едем за какими-то там сельскими продуктами. Это все делают. Угу. Поэтому, это должно быть очень... с этим тоже не надо перегибать. Перегибать, да. Супер. Я надеюсь, сейчас рестораторы нас с тобой услышат. Понимаешь? Мы с тобой пришли к единому мнению о том, что да, надо рассказывать, но не надо, чтобы этого было очень много, этой информации. Знаешь, у меня приходит, говорит, мальдивский тунец, и все, и начинаю что-то говорить, все, я помню только мальдивский тунец. Ты знаешь, вот мы эту проблему решили очень четко в нашем ресторане. Вот ты приходишь, и у нас есть разные варианты, я видел разные варианты в других ресторанах тоже. У нас есть карты, 3 карты, и каждая карта означает, какой сервис ты хочешь. Первый, ты хочешь, чтобы мы с тобой пришли, мы хотим пообщаться, нам не надо, чтобы нам что-то рассказывали. Мы кладем первую карту. Все понимают, что мы хотим общаться, они будут подавать блюда, наливать вино и нас не мешать. Угу. Вторая карта. Они будут чуть-чуть рассказывать просто, да. И, просто мальдивский тунец. Да, пару слов, да. А третья карта, они уже будут, ты показываешь то, что ты хочешь слышать полностью всю историю, ты хочешь узнать как можно больше. Поэтому я всем советую договориться сразу с клиентом, как он хочет. Это главное же, и он же, мы же делаем для его. Если он не хочет это слышать, зачем рассказывать? Слушай, это очень крутая идея. Да. Мне кажется, у нас в Латвии нет ни одного такого ресторана с такой концепцией. Ну вот видишь. Все, ребят, дорогие рестораторы, возьмите на заметку. Расскажи, а кто-то на сегодняшний день в ресторанах Латвии работает из поваров, вот твоих вдохновителей? Я думаю, что многие, и вдохновлять друг друга, в Латвии очень креативные. Не только шефы, во всех, мне кажется, мы очень креативный народ, и мы вдохновляем друг друга каждый день.
Шеф, я предлагаю сделать рекламу хорошим, талантливым латвийским поварам. Назови мне топ-3 ресторанов, в которые ты бы порекомендовал всем обязательно сходить. Ну, 3 это мало, не хочется кого-то обидеть. Давай называй всех. Ну, я считаю, что все талантливые. Начиная от таких fine dining, как Макс Цекот, мы вместе работали раньше, как Рейнис Чернягов в White House, как Марис Янсонс, все там, Пава Арумая, Эрик, все талантливые. Но не только там самые такие популярные, скажем так. Есть миллион небольших ресторанов и ребят, которые делают фантастическую работу. И всех отметить невозможно, но нужно. Поэтому я думаю, что не надо фокусироваться на 5 или 6 или 10. А я думаю, что все очень талантливые, и у всех есть огромный потенциал. Ребят, ну что, шеф не хотел нам сейчас говорить о всех ресторанах, но он их назвал. Все нормально, он никого не обидел, ты молодец. Ну нет, там еще есть многие, кого я не назвал, поэтому их можно называть, всех надо назвать. Да, всех надо упомянуть. Конечно, конечно. Мы тогда можем порекомендовать нашим зрителям, чтобы они в виде эксперимента походили в разные места и нашли что-то особенное для себя. Правда? Я считаю, что каждый для себя может что-то открыть или найти. И неважно, это очень дорогой ресторан, или это средний, или это вообще какое-то место за городом. Каждый, то, что он ищет, он может найти. Но я считаю, что самое важное, это же люди, которые там работают, да. И я лично, я иду туда, где меня ждут. Мне все равно, это супердорогой ресторан или это вообще простое место. Шеф, это нечестно, тебя ждут везде. Не факт. Шеф, мы сейчас с тобой отправляемся в один из самых лучших мясных ресторанов города Риги. Хорошо. Скажи, как ты отнесся к моему приглашению пойти в Steaks с учетом, что ты вегетарианец? Когда я иду в ресторан, я кушаю все. Поэтому я не против. Я принимаю приглашение. Спасибо. Шеф, открывайте дверь. Хорошо, пожалуйста. Спасибо. Шеф, мы сейчас с тобой находимся в этом ресторане, потому что в рамках моих ресторанных обзоров ресторан Steaks получил мои самые позитивные оценки. Именно поэтому мы сейчас с тобой здесь, и я хотела бы вместе с тобой сделать такой небольшой обзор. Согласен? Конечно, почему нет? Расскажи, что в твоей жизни послужило отправной точкой, когда ты понял, что хочешь стать поваром? Я имею в виду момент твоего осознанного и взрослого решения. Да, кулинария никогда не была, всегда была как хобби для меня. Я никогда серьезно не относился к ней как к своей будущей профессии или способом, как зарабатывать на жизнь и чем вообще уделить свою остальную осознанную жизнь. Да? И этот ключевой момент произошел, когда я встретил своего первого учителя. Его зовут Андис Алдерсонс. Он работал тогда в гостинице Grand Palace шеф-поваром. И когда я видел, как он это делал, он с душой, он сам такой харизматический мужчина, красивый такой. И он это так делал, что я тоже захотел так делать. Твой главный вдохновитель, первый. Да. Я просто смотрел на него и сказал, я хочу так. Кстати, в первой части моего ресторанного обзора я пробовала карпаччо из осьминога, и у меня было несколько замечаний, которые я как раз хотела бы с тобой обсудить. Можем его заказать. Да? Конечно. Хорошо, тогда закажем карпаччо из осьминога. Слушай, и я предлагаю заказать какой-нибудь, может быть, один стейк на двоих. Хорошо, конечно. Ты выбирай. Ну вот все. Ты лучше ориентируешься уже в этом меню, чем я. Хорошо. Я хочу попробовать самый дешевый стейк. Знаешь, я считаю, что в любом месте общественного питания все, что предлагает ресторан,
Все должно быть вкусно, правда? Поэтому я думаю, что даже какой-то самый дешевый стейк должен быть вкусным. Предложу два варианта. Рибай Аргентина или Нью-Йорк стрип Австралия. Попробуем австралийский Нью-Йорк стрип. Супер. И креветки-гриль на закуске. Отлично, это хороший план. Есть ли кто-то, на кого бы ты хотел быть похожим? Я считаю, что мы все уникальны. Я хочу быть похож сам на себя. Но в любом случае у меня есть много идеалов или идолов, которые все мои учители, которых я встретил на своем пути, и не только кулинарии, которые формировали меня как личность. На всех их я хочу быть как-то похож на каждого из него. Но я думаю, что, например, я и каждый из нас, мы берем что-то, что нам больше всего нравится, и из этого пазла собираем свой, да, и поэтому их много, да, и я очень рад, что я их встретил, и я также жду встречи с следующими своими идолами еще в будущем. Я уверен, что они еще будут и будут меня вдохновлять, и я также буду вдохновлять других. Конечно, один из моих таких самых ярких учителей за последние десятилетия это был Дэниел Булут, это французский шеф-повар, который приехал в Америку и открыл свою империю ресторанов. Мы до сих пор с ним на контакте, обмениваемся, в WhatsApp списываемся. И он очень интеллектуальный, красивый, умный, талантливый повар, который создал мультимиллионную компанию в Америке, и не только. У него в ресторане во всех, многих странах мира. И он фантастический человек, да, и от него можно много чего учиться. И не только кулинарии. Когда я приехал первый раз в Америку, я встретил еще одного моего учителя. Он не был повар, он был врач, светлая его память. И он мне сказал очень важную вещь. Он говорит: знаешь, очень много хороших поваров в мире, которые умеют хорошо готовить. Да, он говорит, этого недостаточно сегодня. Чтобы добиться успеха, недостаточно просто, что ты хорошо готовишь. Он говорит, вот Дэниел, да, он не только хорошо готовит, да, может, он и не готовит, не стоит на кухне сегодня, потому что он уже прошел этот этап, да, но он все равно участвует в процессах во всех ресторанах всегда. Но зато как он коммуницирует, как он общается, как другие его образ какой, да, в social media, да, и так далее. Он говорит, вот это тебе надо научиться, то, что ты умеешь хорошо готовить, этого недостаточно. Поэтому такие вещи, да, которые ты берешь для себя и в этом направлении развиваешься, это очень важно. Это очень важно встречать таких людей, которые вдохновляют тебя и показывают какие-то вещи с другой стороны. Потому что, конечно, хорошо быть профессионалом на кухне и работать там каждый день на качество, но ты должен быть еще личностью, ты должен быть еще порядочным другом, мужчиной и так далее и тому подобное. Каждому это свое. Поэтому недостаточно просто готовить хорошо. Таких миллион. Те, которые добиваются успеха, их, наверное, сотни. У каждого шефа есть свой неповторимый стиль. Наверняка он есть и у тебя. Расскажи о нем. Мой стиль — это сезонность. Я очень слежу за сезоном, потому что, конечно, каждый, я думаю, шеф сегодня, он со мной согласится, что надо готовить из сезонных продуктов, потому что они лучше всего. И доступны. И доступно, и цена лучше всего в сезон, и качество лучше в сезон. Это сезонность.
Второе — это инновация. Я всегда инновативный, я всегда ищу новые какие-то техники приготовления, способы подачи, потому что это тоже должно быть визуально красиво, да. Там из фигурок что-то там может появляться в моих блюдах. Да, ну, это... А что за фигурки? Ну, просто есть специальные там формочки, которые ты вырезаешь какие-то определенные там фигуры, скажем так, да, из чего-то, да. И третье это история, то, что мы говорили перед этим. Настоящие истории из моей жизни, путешествий и других замечательных людей, которые я встречал. Это третий мой опыт, который я получил, это третье, которое, можно сказать, это уникально. У никого нет такого опыта, как у меня, поэтому я думаю, что это и создает не только мой стиль, но каждого из нас. В жизни каждого успешного человека наступает такой определенный переломный момент в карьере и в жизни. Наверняка он у тебя тоже был. Расскажи про этот период. Конечно, у каждого свое, но мне кажется, что каждый из нас должен дойти до этапа, когда ты начинаешь себе задавать вопрос, зачем это все, какой там смысл жизни, какой, почему ты это делаешь. И я думаю, что это правильные вопросы. И у меня тоже есть такие две части меня. Да? Одна часть — это та, которая хочет успеха, хочет добиваться там каких-то вершин и достигать. А вторая часть, которая хочет просто быть порядочным мужем и другом. Да, это две части, это две разные вещи. Да, это всегда комбинация, да, но в любом случае, потому что, чтобы часто добиваться успеха, надо чем-то всегда жертвовать. Ты всегда чем-то жертвуешь. Не бывает просто там, ты смотришь на успешного человека, и ты думаешь, там, что у него все так легко, да. Ну, а я уверен, что это вообще не так, если ты его хорошо не знаешь. Я, например, там всегда плачу самую высокую цену за все, да. Поэтому ты же не знаешь, как этот человек дошел до этого точки, да. И только ошибаясь, делая ошибки, делая домашние задания над ошибками, мы только понимаемся, идем дальше. И я, например, чемпион ошибок, да. Почему? Расскажи. Ну, я не знаю, почему, просто... Расскажи, может быть, какие-то случаи из жизни, которые ты имеешь в виду? Ну, их очень много, и я думаю, что это и делает нас личностями. То, что мы делаем ошибки, понимаем их, да, и, наверное, не делаем опять. Сегодня 31 октября. Угу. Если бы ты сейчас составлял осеннее меню, специальное предложение, как делают в некоторых ресторанах, какие бы 3 осенних блюда ты бы добавил в латвийский ресторан? Это хороший вопрос. Ну, обязательно какое-то блюдо из тыквы. Да, тыква — это суперпродукт, и не всем он, конечно, нравится. Ну, какой-то один из компонентов или там блюдо сейчас, я считаю, что это должно быть. Что еще из наших компонентов? Грибы, может быть. Ну, грибы уже заканчиваются, но грибные блюда, конечно. Мы любим грибы, мы грибоеды, да. Нам очень нравятся грибы. Это может быть грибное блюдо обязательно. И третье, что может быть? Какой-то сезонный десерт. Это может быть там клюква, это может быть что-то с шоколадом, это может быть можжевельник или что-то такое. Такое уже на улице становится холодно, да, и хочется десерт тоже более такой насыщенный, чуть-чуть горький. Я бы выбрал именно такие продукты, чтобы их добавить как сезонное обновление меню любого ресторана. Я всем своим тоже коллегам говорю, не надо бояться делать ошибки.
наша система образования учит нам, что мы учимся, и тогда у нас экзамен. Да? И если мы провалили экзамен, мы не идем дальше. В жизни на все наоборот. У нас постоянно мы делаем ошибки, и если мы один раз там не ошиблись, тогда мы идем наперед. Не надо бояться делать ошибки. Да, вот не надо, мне не нравится, когда люди делают глупости, да, вот это не очень хорошо. Ошибки нормально, главное их не повторять. Шеф, профессия повара подразумевает под собой работу на кухне. И основную часть времени, конечно же, повар проводит там. Расскажи ты, как профессионал, который приходит в ресторан, в зал, по каким критериям ты оцениваешь заведение? Вот что для тебя важно? Самое важное — это люди, это персонал, это те люди, которые создают атмосферу, и это самое важное. Я не думаю, что важно там интерьер, да, он должен быть удобный, да. Кресла должны быть удобные, чтобы было удобно сидеть. Но люди создают самую важную атмосферу и душу ресторана. Поэтому самое важное — это персонал. Это люди, которые работают там, и как они это делают. Что бы ты посоветовал местным рестораторам в обучении своего персонала? На какие критерии вот важные надо обращать внимание для того, чтобы гости заведения всегда оставались довольны? Я могу посоветовать тщательно отбирать команду. При отборке персонала, если у кого-то есть большой опыт, это не значит, что он будет хороший член команды, правильно? Там у каждого заведения есть своя философия, своя атмосфера, своя какая-то энергия. Этот человек должен просто подходить, да, чтобы он влился в коллектив, чтобы он пополнял его, чтобы там не было там сильных игроков, которые индивидуально работают. Да. Все-таки это командная работа. Поэтому отбор персонала и обучение — это самый важный этап. Как часто делается, просто не хватает кого-то, мы берем, и потом уже там... По ходу дела разбираемся. Да, да. Я хочу посоветовать все-таки более серьезно к этому относиться. Необходимо очень много сил потратить, чтобы действительно человека обучить, чтобы ему донести не только, что в меню, но вообще философию, почему этот ресторан здесь, какая цель общая и так далее. Есть очень много вещей, которые человек, который работает в ресторане, он должен это понимать, почему он делает, почему он приходит сюда, какая общая цель, что это же не только там накормить вкусно, да. У каждого коллектива есть своя общая коллективная цель тоже. Или это какой-то успех, или это может быть любовь, или так далее. Ну, каждому свое. Поэтому про это надо думать всегда. Стажировка за рубежом — это всегда дает возможности по приобретению нового опыта у иностранных коллег. Как ты считаешь, в какой стране, в какой период ты получил самый большой опыт в профессиональном плане? Любое действие, где мы выходим из своей зоны комфорта, я по себе могу сказать, что более комфортная страна, как Латвия, ее просто нет для меня лично. Самое комфортное место, где я вообще жил. И когда ты выходишь из него, тогда ты растешь. Да? Это сразу идет рост, потому что без этого роста, наверное, почти невозможен. Да, можно и расти, и учиться дома, но все равно это всегда, конечно, какой-то стресс, это всегда переезды, это всегда новые люди, и ты просто собираешься, и эффективность твоя очень, очень растет. И я не хочу выделить никакие свои путешествия. Ну, конечно, последний переезд в Дубай — это тоже был огромный скачок для меня. Это было супер сложно. 10 или 11 из 10, да, переехать, работать, там, открывать большой, огромный проект, да. Но опыт просто огромный, да. После этого ты понимаешь, что любой проект, который ты берешь, все легко. Поэтому такие, как бы, ставить задачи
себе, да, и как можно выше. Это очень важно. И выходить из этой комфортной зоны и учиться у профессионалов из индустрии и не бояться это делать в любом возрасте. Это очень важно, потому что, может, каждому кажется, что там 30 это много, 40 много или 50 много. Никогда не поздно, никогда учиться. Главный вывод, который я тоже от тебя услышала, о том, что надо не забывать о составляющей обучения персонала, потому что это очень важно. Это надо делать каждый день, не только при открытии или когда мы берем... А как это вот чисто технически происходит? То есть приходит персонал, там какая-то планерка, да, с утра происходит? Конечно, планерка, какая-то часть обучения небольшая каждый день перед открытием ресторана про новые напитки, которые в меню, про новые блюда, про блюда, которые нет, и что мы чем заменяем и так далее. Это огромная работа перед открытием ресторана, чтобы все знали, что происходит, все были уверены в себе, потому что это тоже очень важно. Мы же чувствуем человека, который, я не хочу говорить обслуживать, но о нас заботится, да. Мы же чувствуем, насколько он уверен. А он уверен, когда у него есть информация, когда он знает полностью все, что есть, что нету. И он сможет ответить на любой вопрос. И это дает ему уверенность, и он лучше себя чувствует. И соответственно, гости тоже лучше себя чувствуют. Поэтому это надо делать, да, каждый день. Многие волнуются, что многие там молодые люди сейчас уезжают. Я не волнуюсь вообще. Надо волноваться о том, чтобы создавать такие условия, чтобы они хотели вернуться. Вот про это надо волноваться. А то, что они уезжают, получают опыт, это прекрасно. Они приезжают с этим опытом обратно, и это привозит обратно знания и передают другим. Это фантастика. Это очень хорошо. Ты упомянул о том, что Латвия для тебя самая комфортная страна для жизни. Расскажи, по каким критериям ты это оцениваешь? Критерии общества, дом, корни, семья. Это, наверное, самые серьезные критерии. Но так и есть, их очень много. Привычки, продукты, природа. Ну, я могу продолжать еще долго, но их очень много. Но я думаю, что как корни — это очень важно. И я помню, у нас с друзьями мы сидели, обсуждали эту тему и сказали хороший тезис, что это как резинка, которую ты так растягиваешь, она тебя всегда тянет обратно, да, поэтому это не надо забывать про корни никогда. Шеф, расскажи, с какими ингредиентами тебе приходится чаще всего работать и какие ингредиенты самые сложные для тебя, кроме пластилина? Ну, как оказывается, самые сложные ингредиенты — это овощи. Да, потому что, да, мясо, я понимаю, или рыбу — это как бы сложно готовить. Но по ресторану, по качеству кухни можно всегда определить по овощам. Потому что на них как бы чуть-чуть всегда как бы не слишком серьезно к этому относятся. И именно это показатель качества кухни. Именно в овощах, как они приготовлены, как они между собой, там, в комбинациях, да, и так далее. Техника приготовления овощей — это показывает уровень ресторана. Поэтому ни мясо, ни рыба. Все могут мясо пожарить, а овощи — это намного сложнее. Ну и, конечно, самое сложное — это соусы, да. Сложность соусов — это, конечно, это другой мир вообще. Поэтому, ну, это очень важно. И там хорошие рестораны уделяют на это огромное время и ресурсы тоже, чтобы приготовить вкусный соус. А расскажи, пожалуйста, ты сказал о овощах, о том, что это достаточно сложный ингредиент, правильно, Конечно, при приготовлении? конечно. А расскажи, в чем сложность? Ну, есть разные овощи. Самое главное, так же, как прожарка мяса, у овощей тоже есть определенная степень готовности. Ну и не все это соблюдают. Поэтому
правильная степень готовности, так она должна быть чуть-чуть аль денте. Если мы, к примеру, говорим про спаржу, Конечно, или даже... конечно. Правильная степень готовки должна быть и не только там, как он подготовлен, как он там нарезан, нарезка какая, да, насколько она идеальна, это же тоже, ну, очень важный момент, да, и так далее и тому подобное. Там, как они сочетаются между собой, ну, это кажется только, что овощи это такое какое-то, да, как бы мы часто думаем, что овощи это как гарнир. Нет, овощи могут быть как играть основную скрипку в блюде или вообще меню. Да, и все зависит от концепта ресторана, конечно, но там есть очень много чего. И много техник, которые сейчас используют для усиления вкуса овощей. Там, экстракция, когда уваривают там, сок, например, какого-то овоща, или ферментация, или как мы раньше там, это называлось соление, да, когда тоже усиливается вкус и так далее, или высушивание, да, и порошок, да, это тоже усиление вкусов, да. Ну, как бы это ничего нового, эти технологии или техники использовали уже тысячами лет назад. Поэтому если ты видишь в блюде из одного овоща приготовленные разные, использованные разные техники, это уже может показывать уровень кухни. Ты когда заговорил про соусы, я сразу вспомнила, как я пришла в Винсент, и мне подали одно из блюд с соусом из костей голубя. Угу. Меня, я не знаю, что какие-то ценители должны быть. Я не знаю ни одного человека, которого бы не смутил соус из костей голубя. Как ты к нему относишься? Я не вот насколько, мне кажется, вот в сет-меню, понимаешь, это в сет-меню. То есть я обязана его есть. Нет, в любом случае, в сет-меню, наверное, был использован голубь. Ну и подавался и к одному блюду. И, конечно, когда ты используешь полностью весь продукт, конечно, из костей ты делаешь соус. Это ничего такого особенного в этом нет. То, что это так экзотически называется, окей, я не вижу в этом ничего такого сверхъестественного. Первый латвийский повар, получивший звезду Мишлен после 100 дней работы ресторана. Это, конечно, был огромный фантастический опыт, но хочу только сказать вначале, что не повар получает звезду, получает звезду вся команда, да, это нельзя там выделить одного, да, наверное, я первый, который в Латвии, который действительно поехал, открыл и получил, да, многие другие тоже повара Латвии, или стажировались, или работали в других ресторанах, у которых уже были звезды. Но это уже чуть-чуть другое. Это другое. Я когда искал свой следующий шаг, я именно искал, это называется, команда, которая открывает, да, которая приезжает уже перед открытием и создает эту всю систему, нанимает персонал, обучает, выстраивает всю логистику, продукты, меню, рецепты, тестинги, фотосессии, и так далее. Это огромный пласт работы, который проделывается перед открытием ресторана. И я очень рад, что я нашел свою команду, потому что у меня не было задача найти там работу, которая, например, всех-лучше-оплачиваемая. Я не смотрел деньги. Для меня это не было самое важное. Второе, я не смотрел, чтобы там титул какой там выше, ниже, вот какой. Это тоже для меня не было важно. Для меня было важно люди, и я думаю, это самое важное, что каждый из нас должен фокусироваться, с кем ты будешь вместе работать, да, и, конечно, сложилось так, что меня пригласили команду Хестена Блументаля, который является один из самых известных шеф-поваров мира, но он больше, чем
не шеф-повар, он, наверное, scientist, да, food science, это ученый... Наука, как это? Наука еды? Да, наверное, так. И это было очень сложно. Если ты спрашиваешь, как это было супер сложно. Это было, наверное, самое сложное, что я сделал за мою карьеру, да, но мы действительно получили через 100 дней, и это очень, ну, как бы, наверное, таких случаев в мире есть, но их не так уж много. Многие рестораны работают годами, пытаются получить звезду, и так никогда ее не получают, да. Поэтому, мне кажется, очень важно находить правильное, это было правильное место и правильное время, чтобы туда поехать и найти эту команду. Наверное, я готовился всю свою жизнь, да, там, карьеру. Ну, реально, чтобы поехать туда и открыть этот ресторан, я начал готовиться 5 лет до отъезда. Ну, я уже знал, что надо сделать первый этап, шаг, второй этап. Я пошел работать в Кемпинске нашем, потому что я знал, что надо мне восстановить мой международный опыт. Потому что все равно в каких-то ресторанах в Латвии ты работаешь, там никто тебя не возьмет такую компанию, если они не будут видеть, что ты работал на какой-то международный какой-то большой бренд, да. Но это был целый процесс, пока я туда дошел. Это не было спонтанный какой-то выбор, да, я поеду туда. Нет, это длительная подготовка малыми шагами, чтобы ты туда попал. Шеф, есть такой стереотипный образ повара, такого романтика, ну, такая романтическая профессия, но наверняка это не только романтика, но и огромный труд, который не видит гость ресторана. Расскажи о реалиях работы повара. Реалии, ну, я думаю, что нет идеальных профессий, да, и у поварской профессии тоже есть свои сложности. Ну, если тебе нравится то, что ты делаешь, что любишь свою профессию, все легко, да. Поэтому это реалии, каждый встречает трудности на своем пути, и без этого невозможно стать профессионалом. Поэтому реалии такие, конечно, надо много потратить часов, чтобы становиться профессионалом. Ну, думаю, самое главное, чтобы вокруг были правильные люди, коллеги, которые тебя поддерживают, которые дают возможность учиться. Но это во всех профессиях так. Я не думаю, что есть что-то такое, что не можно там вести параллели с какими-то другими профессиями. Расскажи, как такому занятому человеку легко устраивать свою личную жизнь? Это, конечно, сложно найти баланс между работой и личной жизнью, и семьей, и потому что, конечно, когда ты работаешь в таком уровне, это занимает все твое время. Это надо. Ты должен понимать, что будешь жертвовать этим. И этим все жертвуют. Это нормально. Потому что если ты работаешь по 12, 13, 14 дней в неделю, там, и у тебя один выходной, про какую личную жизнь мы можем тут говорить, да? Ты приходишь домой спать, конечно. Ну, может быть, ну, не более того. Поэтому, ну, даже смотря там документальные фильмы про известных шеф-поваров мира, ты видишь, что многие из них не живут вместе со своими семьями. Потому что это вторая сторона медали, которую, может, никто не говорит. Потому что, конечно, если у тебя есть семья или личная жизнь, им тоже нужно внимание. Да? Если ты не можешь уделить там достаточно много внимания, тогда там тоже не работает. Вот. А если ресторан не можешь уделить достаточно внимания, там тоже не работает. Поэтому вот этот баланс сложнее всего найти, я думаю. И из-за этого многие страдают.
Многие страдают. И семьи, и повара, и не только. Я думаю, в любой индустрии есть все то же самое. Потому что нам говорят, мы должны добиваться успеха, мы должны быть все успешные, богатые, да, и красивые, да. Ну, а какой цену за это надо платить, да? И часто цена очень высокая, очень высокая. И я знаю, о чем ты говоришь. Да, и в конце истории, что важнее, что действительно важнее. Потому что то, что ты видишь с одной стороны, внутри все наоборот. И так и везде. Это даже сложнее, чем получить Мишелин-звезду. Ну что, шеф, начинаем обзор. Стейк мы с тобой заказали стрип австралийский. Нам его сделали прожарки medium rare, потому что пока мы будем с тобой пробовать холодные закуски, оно у нас дойдет. Когда я пришла с обзором в этот ресторан, первое, что меня смутило, это блюдо карпаччо из осьминога. Это холодное блюдо, но при этом его подают в сковородке, как будто создавая такое ощущение, вот как будто это должно быть теплое. Это моя ассоциация. Согласен. Также мы здесь видим оливки, икру и вяленые помидоры. И мне почему-то вот больше ощущение складывается, что это какой-то салат. Это вот похоже на карпаччо, по твоему мнению? Ты, как бы ты прокомментировал мои комментарии? Сначала я хочу тебе такую прелюдию рассказать чуть-чуть, да? Возможно, тебе это не понравится. Давай. У нас в индустрии есть неписанное правило. Я думаю, у других там тоже они есть. Как бы кодекс чести, что-то из этой серии, да? У юристов, у врачей есть и так далее и тому подобное. Неписанное правило в индустрии. Мы, когда идем, нормально, ну, это не все так делают, но это и не все это знают. Ну, я много раз обсуждал с своими коллегами везде в мире, и нормальные, интеллектуальные, умные люди всегда так делают. Первое, мы не критикуем никого. Приходя. Ну все, ребят, расходимся. Обзор закончен. Я тебе говорил, что тебе не понравится. Мы не критикуем вообще никого. Я не критикую ничего и никого, когда я прихожу куда-то. Да, если это очень плохо, я могу попросить, чтобы поменяли или убрали. И все. Почему мы это делаем? Первое, хочу завершить. Если ты один раз пришел, показатель, если тебе понравился, прям понравилось место, ты пришел еще раз. Мы всегда говорим, все отлично, вообще, да, все хорошо, но если мы пришли еще раз и привезли с собой друзей, это показатель действительно, что было хорошо. И других показателей нет. Почему не критикуем? Потому что мы знаем вот это все, что кроется вот то, что клиент не видит. Возможно, например, знаешь, многие владельцы ресторанов реализуют через ресторан свои какие-то, воплощают свои мечты. Ну, много. Где-то это коммерческий проект, где-то это эмоциональный проект, правильно? И, например, в меню могут быть какие-то блюда, которые тебе кажется, что они как-то там вообще не сочетаются или как-то неправильно это. А это может быть любимое блюдо его мамы или девушки или что-то еще. Но мы же говорим про бизнес и про гостей. То есть ты можешь готовить любимое блюдо мамы или девушки у себя дома. Но ты же нет, на гости владелец. Да. Владелец ресторана хочет, чтобы именно шеф-повар включил это меню, это блюдо. То, что шеф-повару нравится или нравится, это никому не интересно. Не всегда. Поэтому судить по меню это не всегда объективно. Каждому нравится, не нравится, есть другое мнение. У тебя другая задача. Потому что мы понимаем этих людей, которые, в любом случае, даже статистика сегодня показывает, что зарплаты в индустрии питания очень низкие в Латвии. Да, и мы... Я бы тебе сказала, самые низкие. Почему это? Мы тоже все знаем, да?
Наличие теневой экономики. Конечно, конечно, конечно. До сих пор многие это делают, и я советую это, конечно, не делать. Но в любом случае мы портим только рынок этим. Но мы знаем все, как трудно все наши коллеги работают в этой индустрии, поэтому критиковать. Как ты можешь критиковать? Шеф, я тут с тобой не до конца соглашусь. А ты не должна согласиться. Я не говорю, что ты должна согласиться со мной. Это просто, я считаю, может, я тоже не прав. Каждому есть свое. Первое, все конкуренты. Зачем тебе нужны сильные конкуренты? Для чего? Если ты работаешь в индустрии. Говорят и действительно рассказывают, если тебе этот ресторан или там есть кто-то близкий, да, если ты можешь там аккуратненько потом там не при всех, там, если кто-то хочет выслушать свое мнение и действительно тебе не безразличен этот человек, ты можешь сказать, там было что-то. А так, нет, все отлично, спасибо, супер. Так, смотри, мы с тобой пришли просто уже к тому, что тут не вопрос про порядочность, хотя я считаю, что в этом есть такое лицемерие. Но просто потому, что это конкуренты, зачем их делать лучше, правда? Каждому своя мотивация. Конечно, конечно. Есть разные мотивации. Мне кажется, порядочность должна быть прежде всего. Это очень прекрасно, что ты к ним относишься, но мне приходится их критиковать, потому что я всегда прихожу со стороны гостя. И ты знаешь, я считаю, что на моей стороне правда в том плане, что я прихожу и плачу деньги. Конечно, конечно. И поэтому я делаю свои обзоры и показываю аудитории. Конечно, это субъективное мое мнение, но в основном оно достаточно правдивое. Это нормально, да. Но я считаю, это правильно, потому что если нет критики, нет стремления роста, правильно? Именно. А это с критикой это должна быть. Именно должна быть конструктивная критика и от гостей, не от участников индустрии. Как мне одна моя хорошая знакомая, я помню, когда я только начинал, там, открывал свои первые рестораны, и я там волновался про комментарии. Она сказала четко, комментарии пишут две группы людей. Это конкуренты или идиоты? Все. Поэтому про комментарии тоже особенно волноваться не надо. Конечно, надо учесть их и понимать свои ошибки и над ним работать, потому что это же нету предела совершенства. Конечно, конечно. Мы открыли гостиницу, и в гостинице мы открыли 24 ресторана. И наш ресторан считается самый лучший. Когда ты открываешь один ресторан, это одна работа, но когда вы открываете вместе 24, это другой вообще уровень коммуникации и ответственности. И так далее и тому подобное. Это, конечно, сумасшедший опыт. Вдохновляет. Все аж выпали, вон уже глаза такие. Как происходит весь процесс получения звезды Мишлен? То есть мне очень это интересно. Мы все знаем, что такое звезда Мишлен, но как это все происходит, не знаем. Расскажи. Это, конечно, сложный процесс. Первый этап — это то, что сделало недавно наше правительство, это надо заключить договор с Мишелин-гидом, чтобы они вообще пришли в регион или как бы включили свой гид страну, где ты хочешь получить звезду, да, это самое, потому что если у тебя будет супер ресторан, гид не будет включать твою страну или не планирует это сделать, ты никогда не получишь, да, это невозможно, потому что, чтобы гиду прийти, это тоже надо проделать им огромную часть работы, и, чтобы эксперты приехали, это достаточно сложный их процесс. Это первое, да, это уровень государства, да, где они договариваются, что гид Мишлена приезжает. А второй уровень, ты просто должен делать то, что тебе нравится, делать это как можно лучше каждый день.
И, конечно, есть какие-то концепции, которые подходят под гид Мишелин. Есть разные гиды, и не только гиды, там разные рейтинги, да, и каждому эта концепция чуть-чуть разная. И понятно, что под гид Мишелин есть определенная концепция, что они смотрят, да. И то, что они оценивают, это первое, это еда, второе это сервис, и третье это напитки, да. Это самые три основные. Конечно, там есть подразделения, много там нюансов и так далее, но если у тебя еда, напитки и сервис на очень хорошем уровне, у тебя есть шанс. Я тебе предлагаю начать со стейка, потому что стейк уже, понимаешь, он остынет, пока мы до него дойдем, если начнем с холодных закусок. И продолжим наш диалог, да? Хорошо, Наш диалог, хорошо. да? Могу тебя попросить разрезать наш Конечно. стейк? Шеф не комментирует блюда коллег, поэтому мы будем просто молча смотреть, как режется стейк. И, как всегда, обзор проведу для вас я, с твоего позволения. Конечно. Вкуснее мяса в Риге я не ела нигде. А что это за соус нам такой подали? Как ты считаешь, должна спрашивать, какой соус подавать? Ну, конечно, конечно. Но это барбекю, Да, да? да. То есть это классика. Классика, да. Ну, есть много классик. Ну, барбекю — это не классический соус. Есть 5 классических соусов, куда не входит барбекю, но томатный соус, если мы можем сказать, что барбекю тоже сделано на основе томатов, да, это какой-то в мере классика. Назови 5 самых популярных соусов. На английский это mother sauce или соусе матери, если мы так приводим. А простым языком? Что ну, это? Томатный, перечный. Есть 5 классических французских соусов, потому что вся кулинария все-таки она завязана на Франции, да, как бы мы там не смотрели, да. Они, конечно, углубились в эту тему. Давай будем кушать и общаться, а то нас скоро выгонят из ресторана. Слушай, ну мясо такое просто нежное, невероятное. И знаешь, я как гость сразу обращаю внимание на ножи, чтобы, ну, во-первых, к стейку подается отдельный нож, и не везде он бывает острым. Но тут такое нежное мясо, честно тебе скажу, что можно, в принципе, без ножа есть. Мне не хватает соли. Расскажи, по соли, в какой момент надо солить мясо? Есть разные техники, там, на чем ты жаришь, но мы солим перед жаркой, и после, когда нарезаем стейк, мы покрываем таким маслом и чуть-чуть еще подсаливаем перед подачей. Ты можешь по мясу понять, говядина зернового от корма или нет? Я не профессионал, но в этом, ну, я не могу, наверное. А мне кажется, что это зерновой откорм. Давайте спросим. Когда мы делали обзор, мы там с Леной заказывали там 4-5 видов мяса, ты пробуешь один за другим, и ты начинаешь чувствовать эту разницу. Но все зависит тоже из производителя, да, и они же тоже, кто-то миксует там, кормит зерном, а потом уже переходит на траву, ну, травяной откорм. Ну, это настолько разное, ну, так же, как вино, да. Один виноград, если его вырастили в разных странах, в разном регионе, будет вкус полностью разный. Но я уверен, есть люди, которые профессионалы, которые могут это различить, но я не претендую на это. Есть более важных вещей, например, в моей профессии. Хенри, как ты считаешь, может ли получить ресторан мишленовскую звезду, если они кладут все приборы без салфетки на стол? Но у них отличная кухня и очень классные напитки. А сервис у них хороший? Ну, сервис нормальный. Нормальный нет. Только если очень хорошие могут получить звезду. Если нормальный сервис, тогда могут получить рекомендации, но не звезду. Ну скажи мне, как может быть хороший сервис, если мне кладут столовые приборы на стол? Ну, это зависит от концепции ресторана и меню. Да. Трудно это как-то комментировать. Ну, может, для нас это может быть как-то неприемлемо, а где-то это нормально. Поэтому
Я думаю, вот в каком варианте это может быть нормально? Но это же санитарные нормы. Ну да, но тогда, если я не специалист в этом, но если кладут приборы на стол, тогда должен быть какой-то, может, table tent или что-то под низ, да, наверное. И какая-то подставочка или что-то. Если это не салфетка, тогда, ну, может быть, что-то другое. Да я просто не могу, у меня Барнс просто бесит вот этим. Видели мой обзор, этот кисель? Я тебе говорю, я просто застрелюсь, если они получат звезду. Рекомендацию ладно. Расскажи о своих самых важных вещах в твоей профессии. А я пока буду пробовать креветку. У нас же живой контент. Хорошо, да. Есть много важных аспектов, конечно. Дисциплина, как и везде. Это очень важно. Да. Без дисциплины ничего не получается. Ну, это в любой, мне кажется, работе. Да, поэтому, да, дисциплина, там, ну, это важно, да, но ты должна быть философия, почему ты это делаешь, да. Повар должен быть как врач, и не всегда надо использовать какие-то продукты, которые не полезны, да, ну, это самое важное, мы должны смотреть, действительно это надо использовать, или это масло, или это какие-то сливки там ненатуральные, или так далее, и тому подобное. Это очень много продуктов, которые, может быть, дешевле, но которых лучше не использовать, да, поэтому это для каждого повара большое, скажем так, обязанность. Ну, конечно, конечно. Шеф, мне кажется, очень сладкий соус. Да, немного сладковат, ну. Но ты бы положил меньше? Сладости? Сладости, да. Может, кислоты добавил какой-то немного, просто чтобы сбалансировать больше. Но балансировка вкусов — это очень сложная история. Сложнее соусов? Ну, все, ну, вообще, меню ресторана очень часто, например, в нашем регионе, мне кажется, не хватает много где вкусов, потому что мы привыкли так готовить чуть-чуть такую. Ну и ушли последние года такой нордик, такое чуть-чуть такое натуральное, такое все там, и вкус такой натуральный. И я считаю, все-таки люди, которые, клиенты приходят, которые в ресторан, вкус должен быть, ну, 10 из 10, да. Каждый соус должен быть доведен до вообще до миллиметра. Другого смысла входить в ресторан тогда нет, правда, если там не все само? Ну, да. Ну, кому-то нравится это, ну, нету такого, что всем все нравится. Нет, кому-то нравятся более сладкие соусы, кому-то более кислые. Но в любом случае, если мы говорим про концепцию ресторана, и любое блюдо, которое попадает на стол клиенту, это должно быть стопроцентным и по вкусу, и по балансу, и по текстуре. Хейнри, расскажи о своих планах на будущее. Я хочу развиваться дальше. Я хочу находить новые вершины, новые какие-то проекты интересные, новые команды, с кем вместе работать. Планирую когда-то переехать обратно в Латвию, да, и открыть какой-то интересный проект здесь. Поэтому планы очень много, ну, и будем их по чуть-чуть достигать. Так же, как на переезд в Дубай я готовился очень много лет, также я уже давно готовлюсь для следующих каких-то планов и переездов, и буду информировать общество. Расскажи, какие у тебя существуют сейчас проекты в Латвии? Я всегда хотел создавать продукты для хорики. Потому что когда ты создаешь блюдо в ресторане, ну, блюдо живет, жизнь блюда, ну, может быть, да, весь процесс, он может длиться несколько дней, даже месяцами, но чаще всего, когда ты выкладываешь блюдо на тарелку, и он доходит до клиента, и он ее съел, ну, может быть, полчаса. Значит, это то, что ты сделал, живет такую короткую, красивую жизнь. И я всегда хотел создавать что-то, что может быть жить намного дольше. Но я всегда хотел создавать какие-то интересные продукты, использовать свои знания и, конечно, эти продукты делать, может быть, не на основе бизнеса,
он там должен быть, конечно, но на основе качества. Я всегда хотел делать качественные продукты, но, конечно, это сложно делать качественные, доступные продукты, потому что сырье сегодня становится дороже и дороже. И один из проектов — это напиток, который я начал работать над этим проектом 3 года назад, когда я купил небольшое оборудование, это называется iStill. Это такой, как современный аппарат для получения спирта. Да? Современное такое оборудование с компьютером уже. И я хотел сделать что-то, посвященное своему папе. Да? Потому что я считаю, что мои родители самые лучшие родители в мире, и они мне дали все, чтобы я был счастлив и успешен. Я сделал напиток из яблок, из яблонь, которые он садил. Да? И ему тоже нравились там бренди всегда или коньяк, это был его любимый напиток, и поэтому я решил сделать яблочный бренди. Я сделал яблочный спирт сначала, потом на спирте наставил и яблоки, и специи, и сделал фантастический продукт, который называется АП-22, Аболу Тетис или Папуциц 22, да, и этот фантастический напиток крафтовый, который уже появился и появится в Хорике и в ресторанах, и в магазинах. Могут купить наши жители Латвии, я надеюсь, не только. Но и это один из проектов, который именно этот продукт я посвятил своему папе. И я хочу такие вещи делать в будущем. Мне кажется, это очень достойный способ, как поблагодарить своих родителей. Когда я углубился в эту тему, я понял, есть разный алкоголь, все зависит от как он сделан, так и как еда. Любая, она может быть и ядом, а может быть и пользой. Да? Это как мы пользуемся, да, этим продуктом. Если любой продукт пользоваться слишком много, это, конечно, может принести ущерб организму, а если это правильно пользоваться, и если это сделано из качественного сырья, это может быть очень хороший продукт и нам помогать вдохновляться, расслабляться. Расскажи, через кого вы будете делать дистрибьюцию в Хорике? На данный момент дистрибьюцию делает Baltic XL. Но мы тоже хотим экспортировать на другие страны. Мы рассматриваем другие рынки тоже. Но, конечно, это новый продукт, и он должен еще найти своего покупателя. Про него никто не знает. И сделать хороший, качественный продукт — это еще полдела. Да? Надо еще его продвигать, с ним он должен понравиться еще другим. То, что нам это нравится, это еще ничего не значит. Поэтому будем продвигать продукты, будем создавать другие продукты, да, поэтому это, думаю, только начало. Кстати, вопрос. Часто при подаче на карпаччо кладут рукколу. Вот насколько это правильно? Тут рукколы нет. Нет ничего такого правильного или неправильного. Это классический способ подачи карпаччо, да, если мы смотрим, да, и там рукколы не идет. Ну, кто-то начал ставить рукколу. Тебе нравится с рукколой больше или без рукколы? Наверное, без рукколы. Это, ну, с рукколой это больше уже салат, да. Мне кажется. Быстренько так подошли к осьминогу. Ну ладно, ну извини, шеф. Карпаччо отличный. Я хочу тебя попросить попробовать осьминога. И когда мне приносят так блюдо, я всегда тоже стараюсь сразу все ингредиенты положить на вилочку, чтобы попробовать вот это сочетание. Вкусно. Мне нравится. Не, ну а что, шеф ничего комментировать не будет? Почему? Я говорю, очень, очень вкусно. Я не понимаю. Мне вот что-то не нравится. Что именно? Но мне вечно что-то не нравится. Это нормально? Да, конечно. А мне вечно все нравится. Это тоже нормально. Мы же разные все, правильно?
вот этот как будто вяленый помидор, он здесь и лишний. Вот эта кислота, вот какая-то она, вот это, понимаешь, сочетание вот этого нежного осьминога и вот эта кислота от этого вяленого помидора, вот мне она не идет. Как будто мне хочется, чтобы в этом блюде, или когда я заказываю, условно, там, карпаччо, мне хотелось бы, чтобы доминировал вкус непосредственно того продукта, который я заказала. А это салат. Не буду с тобой спорить, каждому свое. Да, там, это должно быть помидоры или нет, это, знаешь, это как по погоде говорить, да. Ну, я тебя понимаю. Но, понимаешь, это такой подход, когда все будут говорить, ну, можно и так, как бы. А потом у нас, знаешь, сколько ужасных ресторанов в Латвии, где просто невозможно есть. Я тебе серьезно говорю, я тебе потом скину пару ссылочек на обзоры, куда нельзя ходить. Интересная очень подача, правда? Тартар с говядиной и с черной икрой. А что это за икра, как ты думаешь? Не знаю, надо попробовать. Это не черная икра осетровая, это, мне кажется, черная икра овощная черная икра. Это не осетровая икра. Расскажи, что такое овощная черная икра? Ну, они делают просто как... она выглядит как икра. Ну, там есть много техник, как это приготовить. Там на основе агара или каких-то еще желификаторов. Делают такие, как маленькие шарики. И, ну, там тут добавлен какой-то уксус. Такой, который дает кислинку. Мне очень понравилась твоя фраза о том, что нету такого правильно или неправильно. Надо делать так, как тебе удобно. Это вот да. У меня вопрос. Меня очень часто хейтят, понимаешь, за то, что я не отламываю хлеб. Но я не всегда хочу это делать. Вот, и понимаешь, у меня нативно происходит. Я хочу взять, намазать этот хлеб и съесть, не ломая его. Вот ты, как шеф с большой буквы, скажи, эти комментарии уместны или нет? Конечно, нет. Каждый кушает, как ему удобно. Да, есть какая-то этика, да, понятно, но не надо. Ну, ты представляешь, если мы будем приходить в ресторан и будем делать вот это я правильно делаю, а это я нет, так мы не будем отдыхать. Мы приходим отдыхать и получать наслаждение. Как ты там ломаешь этот хлеб, что ты там это делаешь, это вообще не важно. Главное, как ты себя чувствуешь. И если ты приходишь просто в ресторан покушать, это тоже неправильно. Ну, каждому свое. Но ты приходишь отдыхать, провести хорошей компанией время. И как ты там, что делаешь, где вилку ложишь, это вообще не важно. И тоже хороший сервис, да, это же не то, что там подойти, там, правильный со стороны, там, положить вот это. Нет, это тоже сделать так, чтобы гости, ну, располагать к себе, к ресторану, чтобы все общались, радовались, шутили. И это же атмосфера, это делает нас счастливым. Не там вот это правильно, неправильно. Это не важно. Я с тобой согласна, но тут есть другая сторона. Ты упомянула о том, что есть этикет, который нужно соблюдать. Но скажи, вот, может быть, обозначь мне рамки этикета, которые, по твоему мнению, должны гости обязательно соблюдать. Самый главный рамок этикета — ты не должен мешать другим. Все остальное делай, что хочешь. Не мешай другим отдыхать. И все. Это самое главное правило. Шеф, сегодня у меня первый выпуск. И я хочу с него начать вот такую небольшую традицию — дарить подарки своим гостям. Я тебе хочу подарить флаг Латвии. Он надевается на ручку. Давайте надену. Он заряжен невероятной энергией, потому что его делала девочка, моя подписчица, которая 13 лет, из Латгалии. Это очень красиво. И я хочу, чтобы у тебя всегда с собой был кусочек нашей страны. Благодарю за очень трогательный подарок и очень красивая вещь. Спасибо, это очень хорошая традиция. И для меня, конечно, очень большая честь быть в первой программе. И я желаю, чтобы эта программа достигла всех своих фанатов, любителей и стала одна из основных программ, которые смотрят
мои коллеги из индустрии, и не только, и все остальные. Спасибо тебе большое. Было очень классно. А сейчас мы едем в Монтероссо.